Многие знают, как в Китае научились делать неплохие часы и предлагают отличные характеристики за небольшие деньги. Конечно, со временем составляющая за небольшие деньги меняется в большую сторону, но тем не менее до сих пор легко можно найти много отличных часов по соотношению цена-качество. Это мой первый на канале обзор китайских часов с AliExpress. На подходе еще парочка. Итак, встречайте. Выпуклое стекло, такая асимметричная форма корпуса. Давайте смотреть подробнее. Из-за особенностей формы становится не так просто измерить диаметр корпуса часов, но в самом широком месте он составляет примерно 43 мм вместе с заводной головкой. Расстояние от ушка до ушка 47 мм. Диаметр, измеренный по безелю, составляет чуть менее 40 мм. Толщина с учетом выпуклого стекла составляет 15 мм. Ширина ремешка 20 мм. Вес 80 грамм. Стиль этих часов милитари и очень сильно напоминает часы, разработанные для военных. Причем, что касается формы корпуса и безеля, то они подозрительно напоминают американские Benrus Type II Class A. А циферблат очень сильно похож на кварцевый CWC Royal Navy 1983. CWC – это Cabot Watch and Clock. Обратите внимание на метки и цифры 3, 6 и 9. Еще очень похожа модель других британских часов Precista PRS-18Q. Тот же дизайн взяли MWC Military Watch Company. Однако у этих швейцарцев часовой механизм с автоподзаводом. Одним словом, наши часы не являются прямой копией какой-то конкретной модели, а просто черпают вдохновение у британских военных часов, созданных по спецификации Министерства обороны этой страны. Иначе можно было бы сказать, что сами CWC содрали дизайн у Omega Seamaster 300, но это не так. Просто и те, и другие часы были созданы по одним и тем же спецификациям британского Министерства обороны. О каких, собственно, спецификациях идет речь? Это в первую очередь водонепроницаемость класса 300 метров, завинчивающаяся головка, вращающийся безель, стальной корпус, форма стрелок. Еще CWC использует швейцарский кварцевый механизм Ронда. Вернемся к нашим часам. Кроме заметных отличий в оформлении, форме стрелок и других деталей, можно увидеть и другое важное отличие. Эти часы не кварцевые. Если мы посмотрим на движение секундной стрелки, можно увидеть, что часы механические. Или нет? Нет, на самом деле это кварцевый механизм. Если точнее, Seiko VH31, так называемый Mecha Quartz. Секундная стрелка движется с шагом 4 тика в секунду. Для примера, в моих Seiko секундная стрелка перемещается на 6 шагов за секунду. Хотя у моей амфибии этот показатель ниже, те же 4 шага в секунду. Это мои первые Mecha Quartz, и пока что я в полном восторге. Почему? Потому что запас хода составляет гораздо больше любых часов с автоподзаводом. Этот механизм сочетает в себе точность кварцевых часов и визуальную привлекательность механических часов в виде плавного хода секундной стрелки. К тому же кварцевый механизм более устойчив к ударам, падениям и прочим воздействиям. Минусом этого калибра я бы назвал срок службы от батарейки, всего 2 года. Это плата за более частые движения секундной стрелки. Но 2 года это обычное дело для кварцевых часов. Производитель заявляет люминесцентное покрытие составом C3. Давайте проведем тест. Начальная яркость вполне неплохая. Если ускорить, то мы видим, что уже через полчаса метки пропадают. Стрелки остаются различимы вплоть до 2 часов, судя по этим кадрам. Головка часов действительно завинчивающаяся.
Нет так называемого фантомного положения заводной головки. Это означает, что у механизма нет даты, которая могла бы быть скрыта под циферблатом. Нет и положения для установки даты, соответственно. На задней крышке нанесены надписи, подобно тому, как это делается на часах для Министерства обороны. Первой строкой обозначен номер спецификации для часов наручных общего назначения. Кстати, это американская спецификация. Класс А означает наличие подсветки. Тип указан как первый и второй. Тут надо пояснить, что первый тип означает циферблат с метками. Второй тип соответствует циферблату с цифрами, привычными для полевых часов от 1 до 12, а также продублированные от 13 до 24. Видимо, производитель поленился делать для каждого типа отдельную заднюю крышку. Дело в том, что Кимей производит часы и первого, и второго типа. Остальные обозначения, на мой взгляд, не нуждаются в пояснении. Я не уверен, что произношу правильно название этих часов. Кимей, Цимей, Симей. Написание Кимей не передает тональность, характерную для китайского языка, и нет прямого и однозначного эквивалента на китайском. Это может означать имя человека, например, основателя компании или какой-то исторической фигуры. Например, мать Мао Цзэдуна звали как-то так. Вообще, в зависимости от тональности, Кимей может означать разные вещи. Это и брови, Qimei, и газовый уголь, Qimei, Qimei. Наиболее вероятный вариант, на мой взгляд, это топоним. Так называется населенный пункт и остров у побережья Тайваня. Если вы знаете правильное произношение названия, пожалуйста, напишите в комментариях. Что в итоге? Это интересные часы, внешний вид которых был вдохновлен реальными часами для военных. При этом они не являются прямой копией каких-то конкретных часов, а созданы по мотивам спецификации военных наручных часов, созданных для спецподразделений и для дайвинга. При этом часы имеют интересный механизм, который радует относительно плавным движением секундной стрелки, но в то же время является точным кварцевым механизмом. А как вам эти часы? Напишите ваше мнение в комментарии. Спасибо за просмотр. Всегда рад вашему лайку. До новых встреч!